Привет! Сейчас мы посмотрим на очередное чудо китайской инженерной мысли – светодиодный осветитель Falcon Eyes F7. Подобные светильники заполонили AliExpress, они стоят от 2500 до 9000, могут светить белым, цветным светом и еще имеют режим сценарий. Давайте посмотрим, на что способны такие светильники, чем они различаются и чем могут помочь фотографам и видеографам. Начнем с характеристик. Из массы одинаковых светильников выделяется Aputure, которым можно управлять с телефона, но мощность всего 5 Вт. Выделяется подозрительно дешевый светильник за 2500 и Falcon Eyes, у которого есть соты и диффузор. Давайте внимательно посмотрим на Falcon Eyes F7. Поставляется светильник в картонной коробке. С обратной стороны наклейка с техническими характеристиками и режимами. Внутри находится сам светильник, наклейка, тряпочка, инструкция, визитка продавца, наклейка с описанием режимов, чехол, а также соты и диффузор. В чехле мы найдем двойной шаровой зажим, микроштатив, кабель USB Type-C и переходник с 1/4 дюйма на холодный башмак. У F7 самая богатая комплектация. Есть соты, диффузор, двойной шаровой зажим и игрушечный штатив. Диффузор и соты сделаны из мягкого силикона. Зачем они нужны, расскажу чуть позже. Зажим не такой интересный, как на Болинг, но более универсальный. Штативчик игрушечный, но светильник держит. И что еще здорово, у F7 есть магнит. Это позволит прилепить его на металлическую поверхность. А если использовать струбцину, то вариантов крепления еще больше. У светильника 96 цветных диодов и по 54 холодных и теплых. В режиме белого света работают холодные и теплые светодиоды. Их яркость меняется в зависимости от нужной цветовой температуры. А в режиме цветного света работают цветные. Диффузор позволяет расширить угол освещения и исправить тени, превратив множество точечных источников в один. Такой свет получается с диффузором и такой без него. Обратите внимание, какая тень получается без диффузора. Точнее, множество теней от множества точечных источников. А с диффузором ровная мягкая тень. Соты позволяют сделать узкий пучок света, но поскольку белый свет формируется холодными и теплыми диодами, а соты их разделяют, то в режиме белого света получается вот такой разноцветный пучок, но направленный. А вот так соты работают в реальных условиях. Высвечивается пятнышко. Управление простое. Для включения зажимается кнопка, и она же переключает режимы: цвет, сценарий и белый свет. В режиме белого света можно регулировать мощность и цветовую температуру в диапазоне от 2500 до 8000 кельвинов. Если верить Capture One, то диапазон от 1500 до 8000 кельвинов. В режиме цвета 360 оттенков, 100 уровней насыщенности и также доступно управление яркостью. С чистыми цветами вопросов нет. Полный цветовой круг. А если снижать насыщенность, то цвета получаются грязные. Например, красный на насыщенности в 90 превращается в малиновый, а ниже 50 уже в синий. Ну а теперь самое интересное – режимы использования. Белый свет можно использовать как накамерный, можно закрепить на стабилизатор или стойку, можно взять в руку. Мерцание не видно даже при частоте 240 кадров в секунду. Цветной свет. Именно для этого и нужен RGB-светильник. Можно использовать для подсветки фона, можно использовать для спецэффектов. И самое главное, не нужно ковыряться с цветными фильтрами. Вот ты какой, солдат удачи. Режимы сценария. Номинально их 20, но если убрать дублирование и странные режимы, то существенно меньше. В режиме сценария нельзя регулировать яркость и нельзя менять сам сценарий. И это обидно, потому что логика у некоторых довольно странная. Давайте по ним пройдемся. Полицейская машина. Мигает красный и синий. Выглядит неплохо. Считаю до 3. Выходите из машины с поднятыми руками. Следующие два. Пожарная машина и скорая. Мигает красный и белый или синий и белый. Не очень понимаю, зачем добавили белый. Без него было бы намного лучше. Молния. Два режима. Быстрый и медленный. Выглядит неплохо. Щиток искрит. Сейчас посмотрим. Режим радуги. Их тоже два, быстрые и медленные. Можно использовать для рисования светом. Можно положить под елку. ТВ-экран. Меняется яркость. Тоже выглядит довольно похоже. Режим свечи. Медленно меняется яркость оранжевого света. Похоже, если использовать сотами. Монорам, сазарам. Папарацци. Вспышки. Неплохо, особенно если несколько светильников будут светить с разных сторон.
Стробоскоп. Яркие частые вспышки. Имеет право на жизнь, но режим специфический. Режим фар. В нем меняется яркость. Высокая, средняя. Спорный режим. Желтый аварийный свет. Интересный режим для имитации аварийной ситуации. Вот как мы решаем проблемы на русской космической станции! Следующие 3 режима. Цветные вспышки. Все бы ничего, но идет серия из 3 длинных импульсов, из 3 коротких. Если бы были просто равномерные импульсы, было бы намного лучше. Нет, если у меня ночью в лесу сломается машина, я буду очень рад тому, что светильник умеет подавать сигнал СОС разными цветами. Но для видеосвета была бы более полезна простая цветная мигалка. Вечеринка. Разноцветный свет кислотных оттенков. Довольно похоже, кстати говоря. Сердечко. Медленная пульсация оранжевого света. Наверное, тоже имеет право на жизнь. Ну и что в итоге? Мощный и компактный свет. Есть режимы, полезные для фото и видео. Ценник кусачий, но терпимый с учетом возможностей и аксессуаров. Если у вас есть интересные идеи по использованию сценариев или остались вопросы, напишите, пожалуйста, в комментариях. И большое спасибо тем, кто досмотрел до конца.